Здравствуйте, дорогие любители вязания! Предлагаю вашему вниманию сегодня связать вот такой красивый патентный узор. Узор двухсторонний. Из чего можно сделать вывод, что он прекрасно подойдет для вязания шарфов. Ну и, конечно, шапок и очень многих вязаных вещей. И мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Надежды Чекадановой. Она прислала к нам свою просьбу в сообщение группы ВКонтакте. Надежда прислала вот такую фотографию и пару схем, подходящих к этому узору. По фотографии я нашла в интернете описание этого пуловера. В описании он называется как пуловер волна. Кому интересно, описание полностью я выложу в наших группах. Ссылки смотрите под видео. Ну а вам я сейчас покажу, как вязать этот узор. Это узор патентный. Он одинаково смотрится с обеих сторон. Узор на основе патентной резинки или английской резинки. Патентные петли можно вязать двумя способами: с накидом и петля в прокол. Этот узор мы будем вязать петлями в прокол. Сейчас я все вам покажу. Давайте начнем. Раппорт узора составляет 31 петлю. Мы набираем на спицы 33 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Первые два ряда не входят в раппорт узора, это установочные ряды, и мы их вяжем только один раз в самом начале. Итак, первый установочный ряд, после кромочной мы провязываем изнаночную петлю, лицевую петлю. И чередуем так до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. По сути, мы вяжем резинку 1 на 1, простую резинку. До конца ряда провязываем, чередуя изнаночную и лицевую петли. Во втором изнаночном ряду мы уже будем вывязывать патентные петли. Лицевую петлю мы будем провязывать лицевой петлей в прокол на ряд ниже. Вот, не так вот, как обычно, да, а на ряд ниже. Ниже следующий ряд мы вводим спицу и вывязываем лицевую петлю. Вот у нас получилась патентная петля. Изнаночную петлю провязываем простой изнаночной. И так будем чередовать до конца ряда. Лицевая петля в прокол на ряд ниже, изнаночная. В дальнейшем я буду кратко называть ее лицевая петля в прокол. Лицевая петля в прокол, простая изнаночная. Лицевая петля в прокол, простая изнаночная. Будем вязать так до конца ряда. И обращаю ваше внимание на то, что все изнаночные ряды в этом узоре вяжутся одинаково. Лицевые петли мы провязываем лицевой петлей в прокол, изнаночные петли провязываем изнаночной. Я вам покажу пару рядов еще в дальнейшем, а потом вы будете уже самостоятельно вязать изнаночные ряды. Ну вот этот ряд мы уже практически с вами и связали. Мы провязали с вами 2 установочных ряда и сейчас начинаем вязать узор. Смотрим внимательно на схему. 3, 4, 5 и 6 ряды мы вяжем точно так же, как сейчас провязали второй. То есть мы лицевые петли будем вязать лицевыми петлями в прокол на ряд ниже, а изнаночные мы вяжем простой изнаночной. Все 4 ряда вяжутся одинаково. Давайте самостоятельно провяжем их, чтобы мне уже не вязать одно и то же.
Провязали самостоятельно 4 ряда. Всего мы провязали 6 рядов. Вот такая получается у нас красивая, пышная английская резинка. И теперь мы начинаем с 7 ряда, начинаем уже узор изменять. 7 лицевой ряд. Изнаночная, лицевая петля в прокол. И повторяем так еще 2 раза. Изнаночная, лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол и еще 1 изнаночная петля. Далее нужно провязать 2 вместе изнаночной петлей. Я вяжу бабушкиными петлями, и у меня лицевая петля лежит неправильно для этого, неудобно. Я ее разворачиваю, чтобы петли у нас одинаково лежали, и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Далее лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол. Теперь нам нужно из протяжки между петлями вывязать лицевую скрещенную петлю, так, чтобы она была с наклоном в правую сторону. Поднимаем протяжку между петлями, переносим ее на левую спицу и провязываем лицевой за переднюю стенку. Вот так у нас получилось. Лицевая скрещенная петля с наклоном в правую сторону. Далее у нас будет изнаночная петля, лицевая петля в прокол. Вот это лицевая петля в прокол. Это центральная петля узора. Относительно ее у нас узор будет вязаться в зеркальном отображении. И мы эту петлю вяжем на всем протяжении узора, постоянно. Она у нас не будет изменяться, никуда не будет наклоняться, она будет вязаться прямо. Итак, далее узор в зеркальном отображении. 1 изнаночная. Теперь нам нужно из протяжки вывязать лицевую скрещенную с наклоном в левую сторону. Поднимаем протяжку теперь вот таким образом и провязываем ее за заднюю стенку лицевой петлей. Лицевая скрещенная из протяжки с наклоном влево. Далее лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол. Теперь нам нужно провязать 2 вместе изнаночной с наклоном в левую сторону. Вот таким образом мы меняем петли местами и провязываем 2 вместе изнаночной. И далее до конца ряда у нас уже петли будут вязаться обычной патентной резинкой. Изнаночная петля, лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол, изнаночная петля. 8 изнаночный ряд. Как я уже говорила, в изнаночных рядах мы будем вязать лицевые петли, лицевая петля в прокол на ряд ниже, а изнаночные простой изнаночный. Давайте я провяжу с вами вместе 8 изнаночный ряд. Лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол, изнаночная. Далее у нас на левой спице 2 лицевые петли, мы провязываем их лицевой петлей в прокол. Ну и вот дальше как обычно. И теперь мы дошли до того места, где у нас вывязывалась лицевая скрещенная из протяжки. У нас лежат на левой спице 2 изнаночных петли. Мы так их и провязываем. 2 изнаночных. И дальше уже как обычно. Изнаночные вяжем изнаночными, лицевые вяжем лицевой петлей в прокол на ряд ниже. Вот, дошли опять до того места, где провязывали 2 вместе изнаночные на лицевой стороне. И мы теперь провязываем ее, эту петлю, лицевой петлей в прокол на ряд ниже. Надеюсь, что вам понятно, как в изнаночном ряду провязывать петли. 9 лицевой ряд.
изнаночная петля, петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол. Далее у нас 2 изнаночных петли, мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Затем петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная и петля в прокол. И между этими вот лицевыми петлями мы вывязываем изнаночную скрещенную. И эту изнаночную скрещенную нам нужно провязать с наклоном в правую сторону. Вот на схеме у нас одни и те же условные обозначения, но так как узор у нас с наклоном вправо и влево, лучше привязать с наклоном в правую сторону. Поднимаем протяжку, переносим на левую спицу и провязываем изнаночную скрещенную петлю за переднюю стенку. Вот так. Хорошо подтягиваем. Тут не надо рыхло вязать. Кстати, я пробовала вязать и с наклоном вправо, и обычную изнаночную. Ну вот на образце не очень это заметно. Ну вот заметно немножко все-таки. Да, вот смотрите, как здесь у нас лежат изнаночные, как здесь. Вот уже вот эти петельки, вот они как бы по-другому. Я не знаю, на образце-то это вот смотрится нормально, а вот как это будет на общем смотреться большом полотне в изделии, я не знаю. В общем, выбор за вами, как вы будете провязывать изнаночные скрещенные петли. Так, значит, мы здесь провязали за переднюю стенку. Дальше у нас будет лицевая петля в прокол, изнаночная петля, лицевая петля в прокол, это центральная петля, изнаночная, лицевая петля в прокол. И теперь нам нужно из протяжки вывязать изнаночную скрещенную за заднюю стенку. Поднимаем протяжку, переносим ее на левую спицу и провязываем изнаночную скрещенную за заднюю стенку. Дальше лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол. И 2 вместе мы провязываем изнаночной с наклоном влево. Вот меняем петли местами вот таким образом, чтобы вторая петля за первой обогнула ее и встала на первое место. И провязываем 2 вместе изнаночные. С наклоном в левую сторону получилось. И далее петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная. Десятый изнаночный ряд я провяжу вместе с вами. Петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная и так далее. Вот где мы вывязывали изнаночную скрещенную из протяжки, здесь она у нас на изнаночной стороне, лицевая петля, мы провязываем ее простой лицевой, потому что ну здесь как бы в прокол, наверное, можно провязать, но я провязывала простой лицевой, вот так удобнее. А дальше мы будем уже вязать все петли патентные. И дальше снова у нас уже петли идут по рисунку. И вот мы снова дошли до петли, которую мы провязывали изнаночной скрещенной. Мы провязываем ее на изнаночной стороне простой лицевой петлей. И все. Далее петли уже по рисунку. Изнаночные изнаночными, лицевыми петлями в прокол. Вот что у нас получается на данном этапе после провязывания 10 рядов. Я надеюсь, что вы поняли, как в изнаночных рядах провязывать петли.
Вяжем 11 лицевой ряд. Изнаночная лицевая петля в прокол, изнаночная лицевая петля в прокол, изнаночная петля. 2 вместе провязываем изнаночной петлей. Далее петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол. Из протяжки между петлями мы вывязываем лицевую скрещенную петлю, поднимаем протяжку, переносим на левую спицу и провязываем ее лицевой петлей за переднюю стенку. Далее изнаночная петля в прокол 1 раз, изнаночная петля в прокол 2 раз, изнаночная петля в прокол 3 раз, изнаночная петля. И снова из протяжки вывязываем лицевую скрещенную, но с наклоном в левую сторону. Поднимаем вот таким образом протяжку и провязываем ее лицевой петлей за заднюю стенку. Здесь мы провязываем лицевую скрещенную за переднюю стенку из протяжки, здесь за заднюю стенку. С наклоном вправо и с наклоном влево. Далее петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол. Далее 2 вместе нужно провязать изнаночной петлей с наклоном в левую сторону. Разворачиваю лицевую петлю, меняю местами петли вот таким образом, провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И далее до конца ряда патентный узор. В 12 изнаночном ряду вяжем петли патентным узором. Лицевые петли провязываем петлями в прокол на ряд ниже, изнаночные изнаночными. Тринадцатый лицевой ряд. Изнаночная лицевая петля в прокол, изнаночная лицевая петля в прокол. 2 вместе провязываем изнаночной петлей. Далее петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол. Из протяжки между петлями провязываем изнаночную скрещенную петлю. Поднимаем протяжку на левую спицу и провязываем ее изнаночной за переднюю стенку. Далее лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол, изнаночная 2 раз, лицевая петля в прокол, изнаночная 3 раз, лицевая петля в прокол, изнаночная 4 раз и лицевая петля в прокол. И теперь провязываем изнаночную скрещенную за заднюю стенку с наклоном влево. Поднимаем протяжку и провязываем ее изнаночной за заднюю стенку. Далее петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол. 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной, меняем петли местами и провязываем их вместе изнаночной петлей. И далее до конца петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная. В 14 изнаночном ряду вяжем петли патентным узором. 15 лицевой ряд. Изнаночная петля в прокол, изнаночная петля. 2 вместе провязываем простой изнаночной петлей. Далее петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол. Далее вывязываем лицевую скрещенную с наклоном в правую сторону. Поднимаем протяжку, на левую спицу переносим и провязываем лицевую петлю за переднюю стенку. Далее
Изнаночная лицевая петля в прокол один раз, изнаночная лицевая петля в прокол второй раз, изнаночная лицевая петля в прокол третий раз, изнаночная лицевая петля в прокол четвертый раз, изнаночная лицевая петля в прокол пятый раз и еще раз изнаночная петля. И теперь из протяжки вывязываем лицевую скрещенную с наклоном в левую сторону за заднюю стенку. Далее лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол, изнаночная, лицевая петля в прокол. 2 вместе нужно провязать изнаночной петлей, разворачиваю лицевую, меняю петли местами, вторую петлю выставляю на первое место и провязываем 2 вместе изнаночной. И до конца ряда изнаночная лицевая петля в прокол, изнаночная петля. В 16 изнаночном ряду вяжем лицевые петли петлями в прокол на ряд ниже, изнаночные изнаночными. 17 лицевой ряд. Изнаночная петля в прокол. 2 вместе провязываем простой изнаночной петлей. Далее петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол. Из протяжки вывязываем изнаночную скрещенную с наклоном вправо. Поднимаем протяжку на левую спицу и провязываем изнаночную петлю за переднюю стенку. Далее 6 пар петель провязываем петля в прокол, изнаночная один раз, петля в прокол, изнаночная второй раз, петля в прокол, изнаночная третий раз, петля в прокол, изнаночная четвертый раз, петля в прокол, изнаночная пятый раз, петля в прокол, изнаночная шестой раз и еще раз лицевая петля в прокол. Далее вывязываем изнаночную петлю из протяжки с наклоном в левую сторону, поднимаем протяжку, переносим на левую спицу и провязываем ее изнаночной скрещенной за заднюю стенку. Далее петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол. 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной. И в конце ряда петля в прокол, изнаночная петля. В 18 ряду вяжем петли патентным узором. 19 лицевой ряд. 1 изнаночная. 2 вместе провязываем обычной изнаночной петлей. Далее петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол. Из протяжки вывязываем лицевую скрещенную с наклоном вправо за переднюю стенку. Далее 7 пар петель провязываем. Изнаночная, петля в прокол один раз, изнаночная петля в прокол второй раз, изнаночная петля в прокол третий раз, изнаночная петля в прокол четвертый раз, изнаночная петля в прокол пятый раз, изнаночная петля в прокол шестой раз, седьмой раз и 1 изнаночная. Далее из протяжки вывязываем изнаночную скрещенную за переднюю стенку. Далее петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол. 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной. И у нас будет 1 изнаночная в конце ряда. В 20 изнаночном ряду мы вяжем патентные петли. Лицевые петли в прокол, изнаночные изнаночными. 21 лицевой ряд.
Сразу после кромочной мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Затем петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол. Далее из протяжки между петлями нам нужно вывязать изнаночную петлю с наклоном вправо. Поднимаем протяжку, переносим на левую спицу и провязываем изнаночную скрещенную за переднюю стенку. Далее 8 пар петель провязываем. Петля в прокол, изнаночная, один раз, петля в прокол, изнаночная, второй раз, петля в прокол, изнаночная, третий раз, петля в прокол, изнаночная, четвертый раз, петля в прокол, изнаночная, пятый раз, шестой раз, седьмой и восьмой раз. Далее у нас будет петля в прокол. Из протяжки между петлями вывязываем изнаночную скрещенную петлю с наклоном влево за заднюю стенку. Петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол и 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной петлей. В 22 ряду мы вяжем петли патентным узором. У нас получается, уже будет чередоваться петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная. Уже получается английская резинка 1 на 1. Мы здесь уже вяжем без наклонов. Вот посмотрите, мы провязали один раппорт в длину и один раппорт в ширину. В последнем ряду мы уже перешли на резинку 1 на 1, только на патентную резинку. И у нас узор будет повторяться с 3-го ряда. То есть вот мы сейчас 3, 4, 5 и 6 ряды провяжем резинкой. Английской резинкой 1 на 1, а потом снова начнем вывязывать наклоны. И у нас получится вот такой красивый узор. Давайте скажем спасибо Надежде Чекадановой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.